Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Новый месяц. а, Наступила зима, наступили морозы. Ждем Нового года. В общем, такая зимнее настроение. Давайте покажу. Сегодня такой легкий хобби-влог. Показать, что раскрашиваю, с чем столкнулась, с какими моментами. Ну, хочу начать с Мариолы Будек. Мне ее сделала Мила, эту раскрасочку. Ну и давайте покажу, собственно говоря, о чем речь. В общем, я начала раскрашивать иллюстрацию в ней, еще одну, очередную. Мне понравилось прям в ней красить. Я с удовольствием раскрашиваю. Да что ж такое. Сегодня прям мой день. То прям, знаете, да, сижу. В общем, я начала раскрашивать вот эту девушку. И у меня как-то с ней не заладилось. Ну, во-первых, нос. Как бы я ни выпрямляла, что бы я ни делала, как-то у меня получается, он куда-то уходит, этот нос. Ну и, собственно говоря, что? Собственно говоря, глаз тоже один как-то. Ну, если присмотреться, она как-то и сама по себе. Не сказать, что прям вау. В общем, не знаю. Мучилась недолго. Здесь полихромосы и волосы, и кожа у нее. И вот видите, с носом как-то вот я все пыталась выровнять. Ну, не знаю. Буду еще пытаться выровнять, но как-то мне не очень это нравится. В общем, я пытаюсь, мучаю бедную, никак не замучаю. Ее уже пора бы закончить, а я ее все мучаю. Не знаю. Сделала ей глазки зелеными. Мне очень нравятся зеленые глаза, рыжие волосы. Но, собственно говоря, я ее и собиралась сделать такую, если уж не ярко-рыжую, да, там выраженную, то рыжеватую, потому что я смотрю, у нее на лице веснушки, собственно говоря. По крайней мере, здесь вот прям хорошо выражены веснушки. Вот, поэтому как бы с волосами вопрос отпал сам собой. Пионы, не знаю, сначала было, даже не знаю, красные такие или что тут, рыжие, ну, оранжевые сделать, когда, знаете, огненные какие-то. Но сейчас понимаю, что если я их сделаю оранжевые, будут сливаться с волосами. Поэтому я решила, скорее всего, розовые, наверное, будут или что-то в этом роде. Вот. Ну и, собственно говоря, осталось раскрасить венок и одежку. Ну и попробовать все-таки нос как-то. Не знаю, не уверена, получится, нет. Но вот что-то у меня с носами прям засада какая-то. Вот. Поэтому, да, сижу, мучаю. А так, в целом, мне очень даже нравится. Все равно прогресс как бы налицо. По плану, не то чтобы по плану, но мне хотелось бы раскрасить вот эту девушку еще. И нравится мне здесь еще одна. Я не знаю, какую из них я все-таки в итоге потом выберу, чтобы раскрасить. Здесь просто очень много таких деталей детализированных, что не знаю, хочется много раскрасить, а вопрос, успею ли, да. Ну и я решила, что может быть я передумаю и раскрашу либо вот эту вот девочку, либо вот такое что-то. Ну, в общем, посмотрим. Собственно говоря, мне не нравятся все, поэтому буду думать, буду смотреть. Последние тоже нравятся, в общем-то, интересно. Хорошие иллюстрации, за исключением того, что здесь просто банально белые, длинные прямые волосы и как-то, да, вот не очень. Хотя, в
принципе, почему нет, можно и такие. Здесь вообще вот в очках, но очки пока не знаю, немножко пугают. Поэтому буду думать, доделывать, и потом уже буду думать, какую иллюстрацию следующий раскрасить, потому что здесь вроде как выбрала, решила, что ее раскрашу, наверное, надо было ее на Хэллоуин раскрашивать, и вот сижу, думаю, может оставить уже пока, может доживет до следующего Хэллоуина, как раз черепа, всякая белиберда у нее на ней, а раскрасить может что-нибудь такое вот попроще. Ну, не знаю, может быть и все вместе. Так что буду раскрашивать цветы. Раскрасить хочу по вот это вот, не знаю, что у нее, платье, не платье, сарафанчик. А уже потом, как говорится, получится, исправлю, не получится, не исправлю. Вот с носом что-то. В общем, да. В общем, я вот сейчас присматриваюсь, вроде как вижу, что где исправить, подправить, но не совсем пока уверена. В общем, буду сейчас доделывать, переделывать. У меня появилась пару куветок акварели новой от Ван Гог. Еще 2 акварельки у меня появилось. Сумеречных, ну, белую тоже, еще и белая появилась, но белую только не стала, не выкраску, ничего делать, белый, да и белый. Ну, давайте покажу. Одна сумеречный желтый у меня появился, вот такой красивый оттенок, и сумеречный зеленый, он прям очень нравится оттеночек. Ну, и мне теперь 3 вот таких сумеречных акварельки от Ван Гога появилась. Буду теперь красить. Продолжаю свой хобби-влог. Раскрашиваю сегодня уже в амарантин. Начала новую свою раскрасочку. Они у меня совсем недавно появились от Анастасии Колдаревой. 2 раскраски мне пришли. И я решила начать в амарантин вот раскрасить вот такую девушку с лошадью, конем, не знаю, кому как больше нравится. Честно говоря, я прям подустала от этого коника. Впервые раскрашивала так, чтобы прям тут не один слой этого карандаша. Пробовала. Проба пера, так сказать. Светловато. Мне хотелось бы, может, более ярче, но пока вот так. Раскрашивала лирой. Здесь все лира. 1 слой полихромоса добавила, мне не хватило у лиры оттенков коричневых. В общем, я решила еще и пройтись одним оттеночком полихромоса. Здесь кожа тоже лира, пробовала. У лиры не так уж много оттенков для кожи, но в целом подобрать можно. И в целом мне нравится, какая она розовенькая. Может, можно было где-то затемнить. И здесь вот сейчас сижу, смотрю, и скорее всего, я так думаю, что имеет смысл все-таки, может быть, подзатемнить как-то вот, не знаю, даже подзатемнить, подубрать. Что-то как-то мне не нравится тут либо затемнить, либо наоборот засветлить. В общем, да. Как-то мне не понравилось, как здесь вот это все. Вся история, ну, не знаю. Буду еще думать, как чего. Ну, вот. Как-то да. Вот так вот. Ну и вот так у меня получается. Буду раскрашивать. Собственно говоря, осталось раскрасить фон. Очень хотелось сделать эти бусины. Я хотела их вообще изначально сделать белые, как белый жемчуг. Но, не знаю, побоялась рисковать первый раз. Боялась напутать цвета или что-то не так сделать, и чтобы потом не испортить. И впоследствии решила, думаю, синими, такие голубенькие, знаете, сделать бусины, сольются и спрячутся с платьем где-то. Вот, ну, не особо будет красиво. Сделать золотыми
сольются с волосами. Она у меня, потому что, видите, такая золотовласка. В общем, не знаю, здесь смотрю, вот нужно, наверное, все-таки кусочек платья. Нужно его тоже закрасить. Поэтому, ну что, осталось, сделала ей такие розовенькие бусины. Я надеюсь, вам видно. Не знаю. В принципе, мне нравится. Я довольна. Ну, может, за исключением некоторых таких мелких моментов. Ну, а так, в целом, бусинки, конечно, насколько это возможно, раскрасила, потому что тоже вот, если делать как жемчужинками, да, по всем правилам красить, как девчонки красят, слишком маленькие мне не разогнаться делать их. Но в целом я довольна. Для первого раза мне нравится. Есть моменты, где я, конечно, недовольна. Вот здесь я побоялась затемнять, чтобы вот более так вырисовать. Не рискнула, скажем так. Но в некоторых местах, сейчас смотрю, нужно подрисовать. Видимо, когда где-то что-то красила, водила рукой, видимо, немножко цвет съела за счет этого. Ну а так в целом мне нравится, я довольна. Осталось сделать фон. Пока думаю, сделать фон и тут, или сделать только в круге, или сделать, не знаю. Пока в раздумьях. Как-то у меня бледновато получилось. Ну, кстати, в жизни-то она поярче, поинтереснее. Почему она так на камеру, непонятно. Так что буду сейчас думать, докрашивать. Здесь вот тоже обязательно нужно будет докрасить. Ну, а в целом лиры здесь хорошо себя ведут. Вполне хорошо ложатся, смешиваются. Так что я довольна в целом. Вот такие у меня эти дни работы. Не знаю, очень хочется здесь, мне нравится много работ. Мне, например, очень нравится здесь девушка вот такая вот с совами. Прям очень нравится. Не знаю, хотелось бы рассказать, вот этот формат нравится, такой более праздничный. В общем-то, они мне здесь все нравятся. Но вот если бы, вот, допустим, чтобы я в следующем раскрасила, это вот, может, таких бы девушек раскрасила, потом вот эту вот с совушками раскрасила бы. Парень мне тут очень нравится, вот этот вот с ворон, наверное. В общем, тоже очень нравится, но не знаю, времени на все не так уж много, что хочется пораскрашивать, поэтому посмотрим. Вот. Еще есть тоже несколько новых раскрасок, которые хотелось бы тоже пораскрашивать, начать. Поэтому посмотрим, начну, что запланировала, а если будет время, ну или если совсем уж захочется, то раскрашу здесь еще какую-нибудь иллюстрацию. В общем, не знаю, запуталась здесь, какой сделать теперь фон, так, чтобы это было и не кричаще, и не выделялось сильно, но и не сливалось. Даже не знаю. Пишите, советуйте, может, вам что-нибудь интересное придумаете. Потому что, не знаю, сижу теперь в раздумьях, что придумать, что сделать. Вот такой был сегодня легкий хобби-влог. Показала вам, чем раскрашиваю, показала вот пару новых своих акварелек. Собственно говоря, жду пару заказов. А так, пока нового ничего не хочется, всего достаточно. Ну, как только получу свои пару заказиков, я вам обязательно их покажу. Еще была одна покупочка, но я сюда не принесла, поэтому не знаю. Наверное, сейчас отключусь ненадолго. Ну, для вас это будет секунда, для меня тут буквально минута. И покажу вам. Итак, продолжим наш с вами влог. Что-то я камеру тронула. И все. И все. Вот такая была у меня одна небольшая покупочка. Это маркеры спиртовые я купила. Здесь, по-моему, 36 цветов. Телесные. Все оттенки. Ну, исключительно раскрашивать
когда вот бывает нужно кожу подложку делать или просто раскрашивать. Бывает хочется именно маркерами. Вот такие вот взяла. У нас в нашем местном магазине, не знаю, что за фирма, были вот так без каких-либо этикеток. Вот такие вот маркеры. Все маркеры хорошие, все хорошо, за исключением одного оттеночка 378. Он у меня что-то почти не пишет. Я так и не поняла, почему. В общем, буду разбираться. Но в целом это не страшно. Розовых здесь достаточно. В общем-то, здесь всех достаточно, я бы сказала. Красный даже есть, и такой вот интересный оттенок. И, видите, рыжий. И черный. В общем, в принципе, их достаточно. Здесь нулевой, здесь белый. Просто. Вот оно. Белый. Поэтому нет смысла выкраску делать, да, на него. Просто обозначила их, как они стоят. В общем, вот такие вот маркеры. Все хорошо напитаны, все хорошо, я жгу за исключением одного. Так что будет теперь чем раскрашивать кожу. Ну и бывает даже не обязательно кожа, что-то вот нужны именно такого плана оттеночки. Поэтому взяла. В общем-то, маркеры улетают достаточно быстро. Вот такая была небольшая покупка тоже еще. Спасибо, что были со мной, что посмотрели. Такую вот небольшую болтологию показала, что крашу, что хочу раскрасить, что приобрела. Спасибо, что были со мной. Пишите комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. Всем хорошего зимнего настроения. Ну и пока-пока.